Всем привет! Вы на канале Rustories, где мы изучаем русский язык по коротким рассказам. И сегодня рассказ об одной интересной профессии. Итак, поехали! Лет 20 тому назад мне вдруг наскучила моя работа в IT. И я решил для разнообразия заняться чем-то другим. Поработать руками, проветрить мозги и отдохнуть от компьютеров. Тут мне на глаза попалось объявление от местной автошколы о вакансии инструктора вождения. Под требования я подходил и решил попробовать. Сначала со мной провели несколько собеседований. Первое для того, чтобы оценить общую адекватность. На втором собеседовании было много вопросов по правилам дорожного движения. Третье было о том, как оценивать дорожную ситуацию и предсказывать возможные опасности. Третье собеседование было самым сложным, но и самым интересным, потому что правильная езда на автомобиле – это не только контроль машины, но прогнозирование действий твоих соседей по потоку. Да, и самому нужно быть достаточно предсказуемым для прочих участников движения. Потом был психологический тест, чтобы понять, с какими учениками я уживусь легко, а с кем будет непросто. Все это я прошел успешно. И вот, наконец, мы собрались на тестовую поездку. Я был в роли инструктора, а в роли ученика со мной сел главный специалист автошколы. Реально крутой дядька. Участник и чемпион всяких ралли. Рыжий, как ирландец. Все видит, все замечает. Нервы, как сталь. Только вот курил он непрерывно, и матершинных слов в его речи было больше, чем веснушек на лице. Но меня это не сильно смущало. Айтишники тоже ругаются не хуже. Особенно, когда проект горит, заказчик тупит, а программа глючит. Худо-бедно я тест прошел. Хотя мой ирландец морщился от моих маневров, как от боли. А его живописные комментарии меня до сих пор вгоняют в краску. Тем не менее, на работу меня взяли. Но не в штат, а в качестве приходящего инструктора для повышения водительского мастерства. И дополнительно дали вести занятия в детской автошколе. Детская автошкола – это дети от 7-8 лет и старше. Занимаются на площадке в течение часа. С детьми мне было легко. У них нет еще неправильных привычек. Им можно прямо говорить, что они делают неправильно. А вот взрослые после первоначального обучения у отца, мужа, друга от критики впадают в ступор и начинают бояться сделать ошибку. Многие женщины на всякий случай предпочитают не делать вообще ничего. Смешные люди, ведь инструктор
это как раз такой наемный отец, муж, брат, друг, который за небольшие деньги позанимается с тобой на площадке и поможет с первыми поездками по городу. И не будет на тебя орать. Приходили ко мне в основном женщины. Мужикам такой фигней стыдно заниматься. Те несколько мужчин, которые ко мне попадали, были из небольших провинциальных городов и просто боялись водить в Москве. Освоившись с сумасшедшим московским трафиком, они быстро обретали уверенность и исчезали. У женщин история была одна и та же. Получила права, ездить страшно. Поехали с мужем учиться. Он орет, я реву. Все плохо, а ездить надо. Таких у меня было 90%. И из всех, в конце концов, получались прекрасные водители. Первое, что я делал, приводил в порядок посадку. Как правило, женщины сидят вертикально и максимально близко к рулю. Зачем такая посадка, мне непонятно. Может, их мама научила не сутулиться и осанку держать? Не знаю. Но по итогу спина устает, руки затекают, колени ноют. Поэтому я им картинку, как правильно сидеть, на стекло вешал и строгим голосом требовал исполнять. Как правило, сначала был протест, но через 20-40 минут приходило осознание, что так реально удобнее. После посадки настраивали зеркала, а потом мы ехали на площадку, где экзамены сдают. Как правило, первое занятие мы целый час занимались только на площадке. Если у студента было чувство габаритов, то я устраивал конкурсы. И обязательно в конце упражнение, которое у студента получается лучше всего. Это для того, чтобы человек покидал занятие с мыслью о том, что у него стало получаться. Любимое упражнение было такое. Стоят два конуса, один за другим. Надо на скорости 20-30 км в час остановиться так, чтобы ударить первый конус, но не доехать до второго. Когда с контролем автомобиля становилось лучше, мы выезжали в город. Тут мне приходилось уже постоянно говорить. Вот эта машина жмется к краю полосы, значит, или будет перестраиваться, или спит, или габаритов не чувствует. Или вот автобус на остановке, из-за него камикадзе может выскочить. Обрати внимание. Выскочил гад, тормози. Оказалось, что много говорить очень тяжело. Когда я приходил домой после работы, то сразу засыпал. Но и во сне мне не было покоя. Я даже во сне боялся, что мои студенты или кого-нибудь стукнут, или сами под грузовик залетят. А еще мне снились камикадзе, прыгающие под колеса. Потихоньку мне снова начала нравиться работа в IT. Кричать не нужно, бояться не нужно.
и никто не пытается умереть под колесами твоего авто. Я вернулся в свою компанию и с тех пор спокоен и счастлив. А на работу я езжу на метро. Друзья, вот такой рассказ. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока.